Всем добрый день! Меня зовут Анна Тюмерова, и сегодня мы с вами встретились для того, чтобы сделать вот такие вот цветочки из гофрированной бумаги с конфетками внутри. С этими цветочками я буду делать композицию на 14 февраля. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новинках на свой телефон. Ставьте лайки, пишите комментарии и делайте вместе со мной вот такие цветочки и в дальнейшем композицию в честь Дня Святого Валентина. Для изготовления цветочка я беру два оттенка гофрированной бумаги. Вот такой вот красивый розовый цвет номер 601 и зеленый болотный цвет 562. Конфету я возьму вот такую марсианка. Именно ее я буду использовать для изготовления этого цветочка. Также мне нужна будет небольшая шпажка или зубочистка, ножницы и термопистолет. Начинаю я изготовление цветочка с того, что отрезаю вот такой отрезок 11,5 сантиметров длиной и 3 сантиметра шириной. Этот отрезок посередине я складываю гармошкой в 3 прищипа. Вот таким образом. И одну сторону переворачиваю на изнаночную. Здесь у меня получается лицевая, здесь изнаночная. Складываю их друг с другом и вот так вот растягиваю. Это у меня будет место для конфетки. Одну сторону выворачиваю на изнаночную сторону. Получается вот такая заготовка. Теперь беру конфетку, хвостики конфетки прячу вдоль самой конфетки. Внутрь в заготовку я вставляю конфету, наношу термоклей. Шпажкой размазываю термоклей вот так вот по самому низу. И второй половинкой я закрываю. Хорошенько приминаю снизу. Если концы у вас остались не приклеенные, туда капаю еще немножко клея и доклеиваю. И у нас получается вот такая красивая серединка для цветочка. Теперь снова беру гофрированную бумагу и отрезаю полоску, равную 6,5 сантиметров. Из нее мне нужно сделать 3 лепесточка по 2,5 сантиметра. Длина 6,5 сантиметров и ширина 2,5. Складываю я этот лепесточек пополам. Снизу убираю уголочек, делаю такое легкое закругление, а сверху полностью закругляю. Беру и сверху еще и растягиваю. Делаю его волнистым. Получается такая заготовка. В середке я ее растягиваю, кверху немножко тоже растягиваю. Растягиваю так, чтобы у нас получалась округлость. Не просто широкая гофра, а именно, чтобы получилось такое округление. Каждому лепесточку я придаю такую форму. Напоминаю, мы делаем 3 таких лепестка. Теперь беру этот лепесточек, снизу уголочком наношу термоклей и приклеиваю вокруг основы цветка. Приклеиваю вот так вот не вплотную, а немножко поворачиваю под углом, оставляя внутри объем. Здесь делаю небольшой такой прищип для этого. И потом этот прищип приминаю. Итак, у нас лепесточек получается приклеенный не вплотную, а с пространством. Он у нас будет более объемный. Также я приклеиваю в круговую еще 2 лепестка. Обязательно оставляем объем. И приклеиваю 3-й лепесточек к нашему цветочку. И сейчас получается вот такая серединка цветочка с волнистым краем. И достаточно объемная. Теперь я делаю 5 заготовочек для следующих лепесточков. Длина моей заготовочки также 6,5 сантиметров и ширина уже 3 сантиметра. Также я его складываю пополам, снизу отрезаю лишнюю гофру, чтобы удобнее было приклеивать к цветочку, а сверху закругляю. Каждому лепесточку я придаю вот такую форму. Теперь я беру шпажку и начинаю на шпажку закручивать этот лепесток с одной стороны сбоку и с другой стороны. Середку я растягиваю, немножко растягиваю кверху. Сантиметра полтора сверху я не трогаю. За счет этого у нас получается вот такой хороший загиб. И каждому лепесточку я придаю такую форму. У нас получается 5 лепесточков. Теперь также уголочком на лепесток я наношу термоклей. И начинаю приклеивать второй ряд лепесточков. Он у меня будет состоять из 5 лепестков. И тоже приклеиваем не вплотную, а немножко под углом. Так, чтобы создавался объем между первым кругом и вторым. Все 5 лепесточков я приклеиваю немножко нахлестом друг на друга. Получается вот такой вот красивый цветочек. Очень аккуратненький переход на ножку у нас получается. Осталось сделать чашелистики. Для того, чтобы сделать чашелистики, я беру кусочек гофрированной бумаги зеленого цвета. Длиной у меня 10 сантиметров и шириной 4. И делаю чашелистики как обычно. Делаю надрез под углом и в противоположную сторону. Так из этого отрезка у меня получается сразу 2 чашелистика, что очень экономно при изготовлении цветочков. Теперь концы у этого чашелистика я немножко закручиваю между пальчиками. По низу наношу термоклей и приклеиваю вокруг цветочка. Сейчас они у нас сильно топорщатся в сторону. Для того, чтобы они так не топорщились, я пальчиком слегка загибаю их в сторону цветочка. Беру чашелистик и между пальчиками провожу, загибая его в сторону цветка. И так они начинают красиво огибать сам цветочек, и смотрится это очень эффектно.
Вот такой цветочек у нас с вами получился. Вот с такими цветочками мы завтра будем собирать целую композицию. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы оповещения приходили вам на телефон и вы не пропустили следующий мастер-класс. Также ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс, и если вам нравятся вообще в целом все мои мастер-классы. Вы меня лайками и комментариями очень сильно поддерживаете. Спасибо вам за все ваши отзывы, за ваши теплые слова. Мне очень-очень приятно. Я же с вами прощаюсь на сегодня. Встретимся завтра на следующем мастер-классе. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи. Пока!